Всем привет! Вы на канале Best Archive Discovery. Что для вас медиаплеер? Я думаю, ответ очевиден. Программа для воспроизведения любимой нами музыки и видео. А какие подобные популярные программы вы знаете? VLC, MPC-HC, AIM? Да, последний тоже назовем медиаплеером, но все-таки это самые популярные распространенные программы, не встроенные в Windows для этих целей. А что насчет Winamp? Все, кому меньше 20, об этом плеере уже и не знают, а как для меня, это целое искусство. В этом ролике мы не будем рассказывать всю подноготную данного когда-то великого софта. Мы поговорим о его наследии и как сделать свой собственный вклад в эру цифровой эпохи. Но кратко вас ввести в курс дела я должен. Первая версия Winamp вышла еще в 1997 году. Тогда ее функции были очень лимитированными. Начиная со второй версии, она стала поддерживать больше функций, в том числе выбор скинов для нее. Затем вышла третья версия, которая оказалась несовместима с теми наработками, что делали люди по вторую версию. Поэтому третья версия оказалась провальной с точки зрения как и культурной, так и технической. Четвертой версии не было. Вместо нее вышла пятая, которая вобрала в себя только лучшее из второй и третьей версий. В 2014 году счастливым обладателем Winamp стала Radionomy Group, а в 2024 году Winamp окончательно превратился в стриминговую платформу, на которой артисты могут размещать свою музыку. Так вот, самым важным в Winamp было то, что люди создавали шедевры и обменивались культурным опытом. Они создавали скины. Скины — это отдельный вид искусства. Вы можете создать все, что вы пожелаете. Тематические скины под любую книгу, игру или кино? Запросто. Хотите создать скины под одному понятную вам тему? Без проблем. Под это дело существует множество программ, но сразу бросаются в глаза только две – SkinAmp и официальный DSK, требующий знаний программирования. Посмотреть на существующие скины можно, перейдя на сайт WebAmp. Не обязательно скачивать и тестить Winamp самостоятельно, когда есть его сайтовый аналог. Но для тех, кто хочет ознакомиться с этой программой, в описании вы найдете ссылку на Google Диск, где я разместил обе программы для создания скинов, а также две версии Winamp и мой топ 100 обложек на ознакомление. Перед тем, как я вам покажу саму программу для создания скинов, пройдемся по Winamp. В моем случае установлена версия 2.95, под которую большинство скинов и были разработаны. Думаю, объяснять долго не придется. Сверху главное меню с привычными кнопками управления. Далее идет эквалайзер, а внизу плейлист. Справа расположен мини-браузер. Слева расположено окно выбора папок для просмотра ваших файлов напрямую, не открывая проводник отдельно. А теперь перейдем к самому интересному – созданию собственного скина для Winamp. Буду я показывать вам на простой программе SkinAmp, которая подойдет для всех. По умолчанию у вас должен открыться скин с градиентом. Для того, чтобы сменить его, загрузите свой рисунок через соответствующую кнопку. Я решил сделать скин, разместив обложку игры Dune на PS1. И вышло так, как видите на экране. В каждом окне, что я открыл, вы можете настроить свой скин, как вам благорассудится. К сожалению, для полной кастомизации вам потребуется время и желание. Но вы можете оставить так, как сделал это я. В принципе, это особой роли не играет. В readme файле вы можете отредактировать текст, обозначив, что данный текст является рекламой или вашим личным комментарием. Сделав и протестировав ваш скин, выводите его в файл. Теперь у вас есть три варианта: хранить созданный шедевр у себя, передавать друзьям или загрузить его на упомянутый ранее сайт WebAmp. Да, вы можете помочь проекту, загрузив свои скины в базу данных. Однако, на момент написания сценария сервер находился в простое. В связи с этим, во время выхода этого видео, я не знаю, работает он уже или нет. Об этом я вам сообщу позднее в комментариях. В принципе, Winamp — это уже ушедшая эпоха. Давайте сохраним память о ней вместе. Ничто не должно быть забыто. Никаких итогов сегодня я подводить не буду. На этом и заканчиваю свое видео. Все ссылки находятся в описании. Пишите свои мысли по поводу Winamp и как вы с ним познакомились в комментариях. Также можете написать любую подходящую для этого канала тему. Не прощаюсь. Увидимся.